Итак, начинаем шить нашу квадратную корзинку с круглого дна. Дно нашей корзинки это на самом деле не круг, это спираль. Вот так улиткой будет закручиваться шнур, вот так мы будем сшивать его зигзагом, оборот за оборотом. Начинаем формировать спираль, или, как называют ее мастера, улитку. Вот здесь нам не нужно ни сердечник, который торчит, потому что шнур здесь размахрился, ни вот эти лишние нити. Поэтому мы обрезаем конец шнура, аккуратно вытягиваем часть сердечника и подрезаем примерно 3-5 мм. Затягиваем шнур обратно. Вот такой аккуратный срез у нас получился. Мы берем самый конец шнура пальцами и аккуратно закручиваем его в очень тугую спираль. Аккуратно, помогая пальцами обеих рук, захватываем спираль между подушечек и прокручиваем. Затем фиксируем пальцами очень туго, отпускаем и снова повторяем то же самое. Вот здесь не должно образоваться отверстие. Также здесь не должны торчать нити и остатки сердечника. Следите, чтобы улитка была абсолютно плоская. Шнур идет не так, абсолютно плоско. Контролируйте это пальцами. Я делаю примерно такого размера улитку, 3 оборота. Если чувствуете себя еще не уверенно, вы можете сколоть улитку булавками аккуратно, чтобы булавка прошла в толще шнура и улитка при этом осталась плоской. Выравниваем ее пальцами. Сейчас прямой строчкой мы прошьем звездочку для укрепления нашей серединки. У нас будет 8 лучей у звездочки, 4 прямые линии. Моя машина позволяет, и я использую реверс, обратный ход, чтобы вернуться к середине нашей улитки. Поднимаем лапку и поворачиваем улитку на 90 градусов к первой выполненной строчке, чтобы вторая строчка прошла крест-накрест. Конец шнура придерживайте пальцами, так как еще улитка недостаточно крепкая, чтобы полностью отпустить руки. И снова шьем вперед и назад. Если ваша машинка не хочет шить реверсом в этой ситуации, вы можете также поднять лапку и повернуть улитку в обратную сторону. Продолжаем плотно держать спираль. В нашей звездочке 4 луча. Поднимаем лапку, разворачиваем улитку на 45 градусов, чтобы новая строчка прошла между двумя предыдущими. Вот так расположены уже прошитые лучи. И вот здесь между ними пройдет новый луч. Вот такая снежинка у нас получилась. Подложите изделие обратно под лапку. Вы должны следить, чтобы свободный конец шнура располагался справа. Вы можете начать прошивать зигзаг вот с этой точки, где у нас здесь размыкается шнур. Также вы можете начать прошивать зигзаг вот с этой точки. Таким образом, вот здесь у вас также пойдет зигзаг. Рекомендую этот вариант. Для этого вы представляете, как подкладываете изделие под лапку, оставляя свободный конец шнура справа, а затем проворачиваете изделие по часовой стрелке на один оборот. Свободный конец шнура остается у вас также справа, но завернут назад. Это делается для того, чтобы затем вам не пришлось перематывать всю бухту шнура вот через это отверстие в рабочем пространстве машины. Итак, ставим мы сейчас лапку, чтобы игла проходила по центру между этими двумя шнурами. Вот это смыкание шнуров будет центром нашего зигзага. Опускаем лапку, выбираем строчку зигзаг. Мои параметры в данный момент это длина стежка 1,8 и ширина зигзага 5,5 мм. Плавно и медленно поворачиваем улитку при шитье. Для того, чтобы зигзаг на этих скруглениях был ровным, четким и не уходил в наклон, вам необходимо так крутить вашу основу, чтобы центр все время был на одном уровне с иглой по горизонтали. Вот так. Если вы будете смещать улитку так, центр ниже горизонтали воображаемой, или вот так, центр выше воображаемой горизонтали на уровне иглы, ваш зигзаг будет иметь наклон.
В случае необходимости после каждого стежка вы можете приподнимать лапку и поворачивать изделие. Видите, мы прошили оборот зигзагом и вышли на место, где смыкается свободный конец шнура и улитка. Продолжаем шить, закручивая улитку и наращивая ее диаметр. Для того, чтобы зигзаг проходил посередине, по стыку двух шнуров, вам необходимо, чтобы центр лапки, на нем обычно есть вот такая надсечка, проходил четко в месте, где смыкаются два шнура, вот по этой линии. А центр вашей спирали точно так же должен быть всегда на воображаемой горизонтали на уровне иглы. Даже если это небольшая улитка и даже если это уже огромная салфетка или дно, центр этой салфетки всегда должен быть на воображаемой горизонтали на уровне иглы. Ни в коем случае не натягивайте шнур, не уводите его также в стороны. Шнур лежит свободно, параллельно разметке на игольной пластине. Спираль мы постоянно подкручиваем рукой, помогая держать центр на воображаемой линии горизонтали с иглой, но при этом мы не должны подталкивать его под лапку или тянуть из-под лапки. По мере роста нашего дна становится держать его все легче, но здесь нужно следить, чтобы дно лежало плоско на игольной пластине, не задиралось вверх, не заминалось вниз, никуда не смещалось. Оно должно быть ровным и плоским. Мы шьем корзинку со стороной стенки примерно 20 сантиметров. Поскольку наша донышко это спираль, а не круг, то и измерять диаметр мы можем не в каждом месте. Если мы измеряем диаметр вот так, мы не учитываем дополнительный оборот шнура, который уже успели прошить. Поэтому диаметр нашего дна круглого мы измеряем вот здесь, за лапкой. Линейка должна пройти от одного края через центр и до другого края нашего донышка. Вот так измерять будет ошибочно, и вот так измерять будет ошибочно. Для того, чтобы сшить квадратную корзинку с длиной стенки примерно 20 сантиметров, мы сошьем с вами донышко диаметром 19 сантиметров. Итак, мы сшили дно диаметром 19 сантиметров. Не отрезаем ни в коем случае конец шнура, но достаем изделие из-под лапки. Закрепляем и отрезаем концы нитей. Итак, сейчас из круглого дна нам необходимо сшить квадратную корзину. Немного теории. Давайте посмотрим на круглое дно нашей предполагаемой квадратной корзинки и на предполагаемые ее стенки, как они будут проходить относительно нашего дна. В чем разница между этими двумя фигурами? Мы видим, что вот здесь у нас есть треугольники. Эти треугольники остаются пустыми, без дна. То есть вот на этой линии, вот здесь, вот в этих точках, стенки нашей квадратной корзины должны проходить за пределами нашего круглого дна. Вот здесь. То есть боковые ровные стенки нашей квадратной корзинки будут проходить примерно на уровне нашего дна. Вот здесь. И вот здесь. А углы нашей корзинки выступают за пределы круглого дна. И стенки нашей корзины будут проходить как бы над пустотой. Каким же образом нам вот в этих местах, в углах, расширить нашу корзину для того, чтобы углы прошли над пустотой? Давайте рассмотрим один из углов нашей квадратной корзинки. Мы действительно видим, что этот угол располагается как бы над пустотой. Вот здесь нет дна. А теперь рассмотрите, пожалуйста, внимательно вот этот момент, переход между дном и нашим углом. Вот эта грань угла, вот это округлое дно, грань круглого дна. А теперь рассмотрим вот так. Я специально нарисовала границы перехода между округлым дном, углом нашей корзины и боковыми ее стенками. Мы видим треугольник здесь. То есть, по сути, нам сейчас методами шитья зигзаг нужно сформировать вот здесь треугольники, которых нам не хватает, поднятыми вот так вверх в пространстве. С каждой стороны у нас будет вот такой треугольник, что и приведет круглую форму к квадратным стенкам.
Для этого я беру линейку, маркировочный инструмент, который я заранее проверила, не оставляет следов после исчезновения. Вы можете также взять булавки, но для первого раза я рекомендую маркировочный инструмент. Я располагаю свой круг на квадрате для наглядности вот таким образом. Вот это соединение шнура будет у нас на стенке, на прямой стенке. Теперь я рисую через центр нашего круглого дна две линии по диагоналям. Сейчас для наглядности я черчу много линий, и через центр тоже в дальнейшем вы можете не чертить вот здесь линии через центр, а поставить метки вот здесь в предполагаемых будущих углах. Теперь также для наглядности я отмечу центр наших боковых сторон. С опытом вы сможете обходиться без многочисленной разметки, а начертить себе только вот эти отметки, где у вас будут будущие углы корзины. Теперь напомню, нам нужно, сшивая дальше стенки нашей корзины, вот в этих местах, где будут углы корзины квадратной, сшить треугольники, причем расположенные вот так под углом к нашему дну и под углом к нашим будущим прямым стенкам. Я уверена, что у всех у вас уже был опыт пошива круглой корзины, и вы знаете, что для того, чтобы перейти на стенки, вам необходимо, продолжая шить, поднимать ваше дно под углом к игле и к швейной машине. Таким образом, спираль пойдет на стенки, и вы получите корзинку с круглыми стенками. Чтобы стенки круглой корзинки были равномерными, не шли волнами, вам всегда нужно держать дно под одним и тем же углом к поверхности вашей швейной машины. Если же вы будете то заваливать, то поднимать дно, то уводить его вперед, вверх, вправо, влево, ваши стенки будут некрасивыми, волнистыми, они будут то расширяться, то сужаться и идти волнами. Поэтому всеми силами вы этого избегали. Избегали перемещения дна относительно игольной пластины в течение шитья. В данном же случае нам нужно будет использовать эту возможность менять угол стенок по отношению к дну. Сейчас мы будем формировать стенки нашей квадратной корзины. В том месте, где у нас будет проходить прямая сторона нашего квадрата, мы будем держать наше донышко под углом 90 градусов к игольной пластине. В том месте, где мы будем формировать угол всей квадратной корзины и вершину нашего треугольника, вот эту вершину, мы будем держать наше дно под углом 45 градусов к нашей игольной пластине. В дальнейшем, когда вы освоите эту технику, вы уже будете знать, в каком точном месте вам нужно повернуть дно под 90 градусов, в каком опустить на 45. Но сейчас для того, чтобы добиться максимально ровной картинки, максимально ровных углов, для того, чтобы результат максимально вас порадовал, мы будем делать подробную разметку. Здесь я начертила примерно, как будут проходить в этом углу наши с вами витки шнура. Вот так. Обычно я делю вот этот отрезок между нашими разметками углов на 4. Здесь это будет 3,2 мм. И в проекции вот так провожу отметку вот сюда. Отмерили примерно 3 см 2 мм и подняли вверх. Отмерили примерно 3,2 и подняли вверх. Вот эта отметка. И так по всем сторонам. Для того, чтобы не запутаться в этих отметках, я делаю вот так. Ставлю вот здесь рисочку в сторону угла. Вот такой замечательный узор у нас получился. По сути, мы разделили наш круг на 8 секторов. Их 8. Что мы делаем сейчас? Прямые стенки. Вот здесь мы держим под углом 90 градусов. Наше шитье, наше дно по отношению к игольной пластине. Поворот на треугольничек, который даст нам сформировать квадратные стенки. Здесь мы держим под 45 градусов. Но для того, чтобы сформировался вот этот треугольник, каждый следующий виток мы будем уменьшать то расстояние, которое мы держим под 45 градусов, и увеличивать то расстояние, которое мы держим наклон под 90 градусов. Таким образом, наши стенки прямые будут удлиняться
с каждым следующим витком. А стороны нашего треугольника будут сокращаться с каждым следующим витком. И мы придем в ту точку, вот сюда, где треугольник будет сформирован, и мы перейдем полностью на квадратные стенки. После того, как вы сошьете несколько квадратных корзин таким методом, вы сможете уже не вынимать шитье из-под лапки, а вы сможете сделать минимальную разметку прямо когда ваше дно находится еще под иглой, не вынимая его. И вы сможете формировать эти стенки, изменяя угол наклона, не вынимая ваше шитье из-под лапки, не сверяя ничего, не загибая ничего, не формируя руками. И вы сможете прошить так какое-то расстояние, допустим, пока не кончится у вас нить на шпульке. Затем вы вынете ваше шитье и, да, возможно, как только вы вынете его из-под лапки, будет что-то бесформенное, сейчас мы с вами это увидим, но вы сможете с легкостью придать уже существующую форму этой корзинки. То есть вы не будете стремиться, да, сжать как-то этот круг, вытянуть как-то эти углы вот здесь, да, из стенок. Вы получите уже квадратные стенки. Они, по сути, будут сами квадратными. Вы не будете насильно придавать им эту форму. Конечно, это по-прежнему не пластик и не картон, поэтому при использовании такой корзинки углы могут подсминаться, форма квадратная может теряться, но за счет вот этих треугольников вы всегда парой легких движений сможете вернуть квадратной корзинке ее квадратную форму, потому что в данном случае для стенок эта форма будет естественной, она геометрически задана. Мы задаем ее вот этими треугольниками, она никуда не денется, эта квадратная форма. Мы нигде не стягиваем ни дно, ни шнур, не деформируем ничего при шитье, мы только регулируем это наклоном нашего дна относительно игольной пластины. Итак, теоретическая часть закончена. Мы с вами разобрали, что нам нужно прошивать вот эти участки под углом 90 градусов к игольной пластине, участки, где будут формироваться углы, под углом 45 градусов к игольной пластине. Теперь попробуем это на практике. Напоминаю, метки смотрят уголочками внутрь, в том месте, где мы выводим угол. Здесь мы будем держать под 45 градусов. Дохожу до этого места и поднимаю дно корзинки. На самом деле 45 градусов угол подъема, когда вы шьете углы, довольно условная цифра. Вы можете в процессе, когда будете набирать опыт и шить несколько квадратных корзин, попробовать и чуть пониже опустить дно, и чуть повыше поднять. Главное, не доводить до 90 градусов. Таким образом, вы поймете, как вам легче работать и какой вариант готового изделия вас устраивает визуально. Поднимаю примерно на 45 градусов и прошиваю от метки до метки. Вот мы видим, здесь пошел небольшой подъем. Дальше участок, на котором будет у нас формироваться ровная стенка, и мы должны прошить его с максимальным подъемом дна, максимально возможным. Здесь на первых оборотах вы можете не усердствовать сильно, не снимать левую часть вашей машинки, не подгибать дно сильнее. Первые пару рядов здесь нужно делать все-таки более плавный переход, но с максимально возможным подъемом донышка к машинке. Итак, мы опять подошли к месту, где у нас будет формироваться угол. Вот здесь важный момент, вы должны выдерживать такой же угол, какой был у вас в предыдущем углу. То есть я уже не буду опускать вот так, да, здесь нет места экспериментам, когда вы шьете одну корзинку, в рамках одной корзинки все углы должны у вас выйти одинаковыми. Я поднимаю точно так же, примерно на 45 градусов и прошиваю этот угол. И опять подъем. Максимально близко. Опускаем под 45 градусов. Поднимаем под условные 90. Опускаем под 45. Итак, мы дошли до места, с которого начинали подъем стенок. Закрепляем, отрезаем лишние нитки. И я хочу обратить ваше внимание. Вот пошла наша волна, которую мы делаем намеренно. Вот здесь у нас идет загиб побольше, вот здесь поменьше. Вот этот участок под 90 мы поднимали, этот под 45. Опять участок, который мы поднимали под 90 и под 45. По сути, мы видим, что квадрат уже начинает формироваться с первого же ряда. И вот после первого же ряда мы уже видим нужную нам форму. У нас квадрат, вот это его стороны, с сильно закругленными углами.
У самой квадратной картинки в итоговом виде, конечно, углы не идеально острые, они закругленные. Это особенность материала, шнур не может загнуться под 90 градусов остреньким уголочком. Если мы приложим наш образец, мы увидим, что каждый угол имеет вот такое скругление. Чем четче вы сработаете сейчас на том этапе, который мы с вами сейчас делаем, да, вот мы выводим угол, изначально вот он был такой круглый, и вот к чему мы пришли. Чем четче вы проведете эту работу, тем острее и очерченнее у вас могут получиться уголки. То место, где у вас сформируется вот этот уголок, конечно, вы будете еще формировать его руками, аккуратно придавать ему максимально возможную острую форму. Вот это место определяется как раз тем, где вы выведете уголок, верхний угол вашего треугольника, который сводит круглое дно с квадратными стенками. Поэтому, особенно когда вы шьете свои первые корзинки, я рекомендую не пренебрегать разметкой. Мы с вами уже и так достаточно начертили, но я предлагаю сейчас внутри каждого уголочка отступить примерно сантиметр, может быть чуть больше, и на шнуре, который мы только что пришили, нарисовать меточки. Что мы делаем? Мы сейчас будем до этих меток шить под углом 90 градусов стенки, и от этих уже меток выводить наши с вами углы под 45 градусов. То есть, смотрите, вот здесь мы шьем стенку под 90 градусов до этой метки. Нам же нужно сужать наш уголочек. Поэтому мы шьем уже не до этих меток, а на сантиметр ближе. Чтобы прийти ровно вот в эту точку, в продолжение этой диагонали, в итоге мы выйдем на стенки, которые будем все полностью уже шить под 90 градусов. Они будут уже квадратной формы. Для того, чтобы уголок, который сейчас я вам показывала на готовой корзинке, был четко в нужном нам месте, нам нужно соблюдать расстояние вот здесь очень четко. Для этого я рекомендую использовать разметку или булавки. С опытом вы научитесь контролировать прибавки вот к этим меткам на глаз. Но в первые несколько раз рекомендую сделать разметку, чтобы прийти четко вот в это место, где у нас должен вырисоваться уголок корзинки, не сдвинуть его ни вправо, ни влево. Так мы получим четкую геометрию и ровную квадратную корзинку. От этого зависит одинаковая длина каждой грани квадрата. Продолжаем. 90 градусов в том месте, где формируется стенка, и 45, где формируется угол. Мы дошли до нашей новой метки и двигаемся до следующей метки под углом 45 градусов. Опять 90. Опять 45. У нас сформировалось уже два ряда стенок, еще более выражена вот эта квадратная форма. Мы видим, что это уже не круг. Ставим метки дальше. Вот здесь у нас стоят метки, мы передвигаемся еще на сантиметр ближе к уголку и ставим новые метки. И так по кругу в каждом углу. 90 градусов участок. 45. 90. 45. Повторюсь, что прелесть этого метода в том, что вы можете не доставать шитье из-под лапки на протяжении формирования всех стенок вашей корзины. Это не обязательно. Я сейчас закрепила и отрезала нить для того, чтобы показать вам. Как я и говорила, вот сейчас это довольно такая вот косоватая заготовка. Ее не обязательно расправлять на этом этапе. Вы можете поднимать стенки дальше, когда уже сошьете несколько корзинок и наберетесь опыта. А я сейчас покажу вам, что будет, если ее расправить. Нам в первую очередь нужно расправить донышко. Мы расправляем его вот так руками. Вот здесь мы видим, есть стенки нашей корзины. И вот здесь мы видим, сформировались углы нашей корзины. Сейчас я могу придать ей еще более квадратную форму, руками сводя уголки сюда. Но, как повторюсь, это не обязательно, поскольку в дальнейшем, когда вы поднимете стенки, форма все равно останется квадратной. Мы задали эту форму геометрически, и она же никуда не денется. Также хочу отметить, что у нас шнур проходит горизонтально. У нас нет волны здесь, у нас не загибаются углы, у нас не идут волной боковые стенки. Продолжаем шить. Еще один виток стенок, и мы практически подходим к завершению нашего уголка. Вот тут видно, как формируется треугольничек наш. Осталось совсем немного.
И вот сейчас важно соблюсти баланс между тем, чтобы корзинка не пошла на сужение, и между тем, чтобы угол вот здесь у нас был все-таки 90 градусов. От того, насколько хорошо вы поднимете сейчас вот здесь стенки, в тех местах, где они идут под 90 градусов, зависит не пойдет ли корзина волной. Сейчас, в данный момент, у нас вот здесь весь шнур находится в одной плоскости. Это еще один плюс этой технологии. Ведь вы не загибаете ни части дна, дно лежит плоско, и шнур ложится рядами плоско. Посмотрите, о чем я говорю. Шнур идет слой за слоем, вертикально, и вот эта линия у нас абсолютно прямая. Углы не проседают вниз, углы не загибаются вверх. Вот эта линия также прямая, параллельная линии плоскости, на которой стоит ваша корзинка. Она не идет бугром. В целом, сама технология этому способствует, но на опыте вы поймете, что вывести здесь вот эти бугры из стенок все-таки можно. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас мы начинаем формировать на тех местах, где шьем прямые стенки, более резкий переход под 90 градусов настолько, насколько вы можете. Я для этого провожу руку вот здесь и слегка приподнимаю место, где у нас начинается дно, не оказывая давления на лапку ни в коем случае, но я как бы еще дополнительно приподнимаю дно вот туда. Это дает мне возможность сделать угол подъема стенок чуть более острым. А в уголочках мы точно так же буквально на 1 сантиметр откидываем корзинку под 45 градусов. Это последний наш ряд формирования квадрата. Вот буквально на сантиметр мы опускаем наше основание. И снова под 90 градусов. Максимально, как только это возможно. Теперь с этого момента, когда мы сформировали максимально наши уголочки, смотрите, вот здесь у нас уголочек. Изнутри сейчас видно четче, потому что у нас здесь есть метки. Больше нам не нужно следить за углом отклонения дна. Теперь нам нужно следить за тем, чтобы стенки у нас ушли в 90 градусов. Но прошить максимально, стараясь вывести 90 градусов, примерно 2-3 ряда. Иначе мы рискуем получить сужение корзинки. В местах, где вы проходите угол, ничего особенного делать не надо. Нужно только следить, чтобы корзина никуда не заваливалась, чтобы вы не деформировали ее рукой, чтобы вы не натягивали никуда шнур. Все свободно и спокойно. Углы уже никуда не денутся. Мы прошили 3 ряда, максимально поднимая корзинку и выходя на 90 градусов стенок по отношению к дну. Вы же можете не вынимать с опытом изделия из-под лапки. У нас снова слегка деформировалось дно. Это у меня происходит как раз из-за того, что я поддерживаю всегда дно немножко на весу. Мы опять ставим корзинку и смотрим, что у нас получается. У нас выводится квадратная форма. Чем выше вы будете поднимать стенки, тем четче у вас будет выходить вот это ребро, ваш угол квадратной корзинки. Потому что сейчас у нас всего после подъема уголка 3 ряда идут вертикально. Чем больше будет рядов, тем четче будет квадрат. Сейчас основная наша задача – это поднимать стенки ровно, не заужая их, не расширяя. На этом этапе подъем стенок квадратной корзины уже ничем не отличается от подъема стенок круглой корзины. Вы можете видеть, что действительно у вас сформировались углы. В какие-то моменты эти углы будут сглаживаться. Вот здесь тоже у нас должен быть угол, но сейчас он вот так сглажен. Вы следите, чтобы ваша корзинка не деформировалась чрезмерно и чтобы продолжали стенки идти строго под углом 90 градусов. Это самое главное сейчас ваша задача. Если углы сминаются, об этом можно не переживать. Если вам пока сложно контролировать, не вынимая изделия из-под лапки, угол наклона стенок, и вы боитесь присмотреть сужение или расширение, то вы можете делать закрепку, вынимать изделие, ставить на стол, подставлять угольник, чтобы контролировать этот момент, смотреть визуально, расправлять стенки квадратные и смотреть, насколько хорошо уже формируется квадрат.
Посмотрите, в процессе шитья у меня корзина стала круглая, потому что так гораздо проще шить, проще надеть ее сверху на машинку и проще контролировать сужение, расширение. Мне нужен комплект вот к этой небольшой корзиночке, корзинка чуть побольше, и высота мне нужна определенная 7,5 сантиметров. Сейчас я считаю, что я уже достигла нужной высоты, и поэтому вынимаю изделие из-под лапки. Вот такая форма, никакой не квадрат и даже не круг. И теперь мы помним, что все углы у нас сформированы уже заранее геометрически, поэтому мы очень легко придаем этой корзинке квадратную форму. Мы четко знаем, где должны быть у нас углы, и формируем их в этих местах. Вот так. Смотрите, делаем мы это уже на готовом изделии, но поскольку корзинка у нас изначально не круглая, а правильной геометрической формы, у нас успешно формируется квадрат. Можно поставить вот так на плоскость стола и разгладить каждую сторону. Обязательно не забывайте разглаживать дно, чтобы у вас вот здесь не было бугров, когда вы поставите свою корзинку, когда сформируете квадрат. И вот такая квадратная корзинка у нас получилась. Разметка также помогает на этом этапе нам формировать углы в тех местах, где мы задавали их изначально. Вот такой набор квадратных корзинок получился. Одинаковой высоты, когда они лежат одна в одной. И смотрите, у нас ровный край, вот этот горизонтальный относительно поверхности, на которой будет стоять корзинка. Ничего не загибается, углы не загибаются вверх, вверх не загибаются стенки. Все ровно. Ширина квадрата получилась не 20 сантиметров, как планировалось, а 19. Это значит, что я все-таки немного сузила корзинку. Но в данном случае это не критично. Бирки у таких корзин я пришиваю ближе к углу одной из сторон. Вот здесь я прошью еще буквально 2 сантиметра и закончу эту корзинку. Сейчас я немного расскажу про то, как шить разные размеры таких корзин. Вот эту мы с вами сшили, это 20 сантиметров у нас ширина грани, вот у этой 16. Смотрите, вот здесь на примере наша корзинка 20 сантиметров, и вот ее разметка, которую мы с вами чертили. Мы брали с вами вот этот отрезок от разметки углов, делили на 4 части и в проекции ставили вот здесь отметку. У нас получалось, что примерно на 8 одинаковых отрезков разделена наша окружность, из которых 4 это углы и 4 стороны. Если же вы хотите сшить корзинку меньшего размера, например, 16 сантиметров, то вам следует точно так же разделить вашу окружность на 8 секторов по такому же принципу, а затем посмотреть, для вас это расстояние, которое получилось, достаточное для того, чтобы вывести уголок, вывести вот этот треугольник, о котором мы с вами говорили. Или же вы пока не уверены в своих силах, и вам расстояние нужно чуть больше. Тогда вы можете увеличить расстояние между вот этими двумя метками. То есть место на формирование уголка сделать больше. Здесь надо смотреть, чтобы совсем не сузилось вот то пространство, где вы формируете прямую стенку. Иначе ваши треугольники сойдутся в одной точке. Это может плохо сказаться на форме стенки вашей корзинки, если оба треугольника вы продлите прямо до центра вашей стенки. Если же вы замахнулись на корзину большого размера, например, вы хотите сшить сторону квадрата 30 сантиметров, то по разметке нашим с вами методом отрезок у вас получится слишком большой. Вот здесь я специально усилила для вас фиолетовые линии. Это разметка, как мы размечаем с вами более маленькие квадраты. Но это расстояние будет несоразмерно с вашим материалом, с толщиной самого вашего шнура. Вот этот треугольник вот на таком размере будет смотреться очень неестественно. Кроме того, вы получите сильный скос вот здесь стенки вашей корзинки, что будет выглядеть некрасиво. Поэтому для больших корзин, вот здесь я разметила для вас блюдо диаметром 32 сантиметра, для больших корзин я рекомендую то расстояние, которое вы разметили, вот они, фиолетовые линии, немного сузить, сделать его примерно таким же, как и на корзинке в 20 сантиметров, если измерять его вот так. Вот это расстояние будет у вас примерно одинаково на маленькой корзинке и на большой. Делайте его чуть-чуть шире на большой корзинке, но гармонично по соотношению к вашему материалу.
и по соотношению к самим размерам вашей корзинки. Если вы сделаете этот угол слишком широким, как здесь размечено, у вас получится некрасивая форма боковых стенок. Поэтому вы должны на глаз сделать эти метки чуть ближе друг к другу. В любом случае, вам нужно методом проб, ошибок, экспериментов подобрать тот метод, те расстояния между разметкой, чтобы, реализуя мой метод пошива квадратных и прямоугольных корзин, вы добились того результата, который максимально устраивает именно вас. А сейчас я специально для вас помну свои корзинки, придам им форму ошибочную, то есть ту, которая получается, когда вы совершаете какие-то ошибки. Смотрите, если у вас вот здесь, где дно, корзинка идет вот такими некрасивыми буграми ровной формы, которую я показывала, уголочка не получается, это значит, вам нужно более тщательно отнестись к разметке, попробовать еще раз, не торопиться. Вы, возможно, держите корзину под разными углами, то есть вот вы повернули ее уже на 45 градусов дно, а потом случайно в процессе шитья повернули ее еще раз в ту или иную сторону. Также это возможно, когда вы делаете здесь слишком резкий переход и стараетесь максимально под 90 поднять дно, еще как-нибудь его там сжать, да, чтобы было 90 градусов. На самом начале делать этого не нужно, иначе вот здесь у вас будут вот такие некрасивые волны на переходе внизу у дна. Другая частая ошибка – это когда стенки квадратной корзины идут на сужение. Вот так постараюсь показать. Вот так я сминаю с двух сторон. Вот. И вы видите, что вот примерно отсюда, да, у вас получаются здесь такие бочка, а дальше стенки идут на сужение. Вот с этим нужно бороться именно тем, как вы держите дно. Как только вы сформировали свои уголочки, ваша задача не дать корзинке пойти на сужение. Когда вы ее шьете, как я уже говорила, она может принять у вас абсолютно круглую форму, и тогда вам будет удобнее следить за моментом сужения. Как только вы увидели хотя бы намек на сужение корзинки, вам нужно прекратить шитье, поставить ее, расправить ее уже истинную квадратную форму, приложить угольник и посмотреть, с какого момента корзинка пошла на сужение. До этого момента вам нужно распороть ваше изделие и шить заново, потому что дальше ваша корзина либо будет идти на сужение и продолжать сужаться, либо, если вы сможете выправить сужение, она будет вот такой формы, что тоже, я думаю, не является желаемым результатом для вас. Еще одна частая возможная ошибка – это когда ваши стенки идут вот так. Здесь они выпирают дугой, а углы проваливаются внутрь. Если вы будете следовать моим рекомендациям, то вот этого момента у вас не случится. Если все-таки вы видите, что вы делаете все по мастер-классу, и у вас углы западают, вот здесь образуется вот такая волна, вам необходимо еще раз уделить внимание моменту, где вы меняете угол наклона дна, потренироваться, возможно, сшить несколько круглых корзин с ровными вертикальными стенками и сшить несколько корзин воронок, пытаясь выдержать на протяжении всей корзинки одинаковый угол воронки, одинаковый угол расширения корзинки от донышка. Это поможет вам лучше чувствовать то, насколько вам нужно повернуть дно относительно игольной пластины, чтобы добиться того или другого результата. Также следует на протяжении всего шитья, если вы еще не уверены в результате, периодически вынимать ваше изделие из-под лапки, разравнивать его и смотреть на результат. Обращаю ваше внимание, что вот такие слегка выпуклые стенки и вот такие сглаженные углы не являются ошибкой, не являются чем-то неправильным для такой корзины, поскольку мы помним, что это квадратная корзина из круглого дна. Она не может быть квадратной абсолютно. Вы можете по мере использования корзины придавать более плоскую форму ее граням, но в любом случае в процессе эксплуатации корзинки будут слегка вот так выгибаться ее боковые грани, и в любом случае вот эти углы не будут у нас идеально ровными, остренькими, вот примерно такими они не будут, поскольку это все-таки шнур, а не дерево, не пластик, и он никогда не даст нам формы идеальной, прямоугольной. Если же вы хотите сшить прямоугольную корзинку, то представьте себе мысленно вот этот круг или прямо начертите его на своей заготовке. Вот эта часть образует у нас полукруг, и дорисуйте мысленно второй полукруг. Затем точно так же вы должны разделить его, как мы разделяли наш круг, вот так крестом, и отметить углы. Вот здесь вам нужно обязательно, когда вы уже будете шить изделие, конечно, промерить угольником, чтобы вот здесь угол был 90 градусов. Но суть для вас вот в этих двух отметках. И затем вы делаете все точно так же, как и с кругом. То есть вы берете это расстояние, делите его примерно на 4. Я сейчас все делаю на глаз, видите, у меня разметка здесь не соответствует. Отмечаете вот здесь отметку, также находите вот здесь нужное расстояние.
и вот здесь. И у вас получается точно так же, как и для круглой вашей картинки, которую вы хотите сделать квадратной, но разметка вот здесь в углах вашего овала. Затем вы шьете точно так же по мастер-классу. И здесь есть одна очень большое отличие и сложность. В отличие от квадратной картинки, вам вот это расстояние нужно выдерживать максимально стенки 90 градусов, потому что именно вот от этого момента зависит вся ровная, аккуратная форма вашей корзинки. А боковины вам нельзя сужать, потому что если вы это сделаете, то ваша корзинка будет неровной прямоугольной формы.